Военный переворот в Киеве, офицеры и армия против Зеленского. Громкое предупреждение Банковой, кто назван исполнителем. Командный пункт ВСУ захвачен, бойцы бежали, оставив россиянам карты в руки. Военные детали, телефоны и ноутбуки. Где, когда и почему. Военные самолеты НАТО вышли на перехват российской авиации. Британия и Польша бьют тревогу. Что говорит Россия и почему Путина просят о помиловании? Срочное обращение к Кремлю. На столе важный документ. Как ответит? Ракеты США ударили по России, Москва ударила в ответ, что потеряли Киев и Москва. Союзники Кремля готовятся к войне, поле битвы готово. Германию накрывает десятилетие одиночества, бороться предлагают миллионами евро. Любитель азартных игр выигрывает практически 2 миллиарда долларов, а Долина проигрывает. Певицу позорно выставляют за дверь. Об этом и не только. Досмотрите. Друзья, всем привет, это «Время Прядко», коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Нужна ваша поддержка, как и всегда, прямо сейчас нажмите, пожалуйста, если не сложно, лайк, поделитесь этим видео на своих страницах в соцсетях, а я начинаю. Перестрелки, газ, лом и дети. Разборки с военкомами и ТЦК. В Украине сразу несколько громких историй в течение суток. В Ровенской области во время мобилизации одному из военкомов досталось ломом. Он в тяжелом состоянии, а военные заявляют, что государство и общество не должно привыкать к таким нападениям. В официальном сообщении говорится, что это играет на руку России. Это именно то, на что рассчитывает враг. Хаос, подрыв мобилизационных мероприятий, обесценивание службы и разжигание ненависти к людям в форме. Россия десятилетиями работает над тем, чтобы деморализовать украинское общество. И каждый, кто поднимает руку на военного, фактически играет на руку этой стратегии, даже если не осознает этого. Второй случай также в Ровенской области, но там уже во время мобилизации досталось женщине с ребенком, которая пыталась отбить мобилизованного. Их залили газом. Военные заявили, что позиция матери безответственная. Особенно циничным является прикрытие детьми как щитом от закона. Это не проявление материнского инстинкта, а сознательная попытка уклонения от ответственности, которая нарушает не только закон, но и моральный порядок. Защита своей семьи – это служба государству, а не уклонение от долга. И третий громкий случай в Днепре. Там во время мобилизации 2 военнослужащих ТЦК ранили ножом. Военные открыли огонь. В полиции уточняют, предупредительный и в воздух. Ракеты США ударили по России. Украина зарядила и выпустила крылатые Storm Shadow по Новошахтинскому заводу нефтепродуктов в Ростовской области. Генштаб ВСУ заявляет, цель – подрыв военно-экономического потенциала Москвы и принуждение Путина к прекращению войны. Зафиксированы многочисленные взрывы. Цель поражена. Масштабы ущерба уточняются. Новошахтинский завод является одним из крупнейших поставщиков нефтепродуктов на юге РФ и непосредственно задействован в обеспечении вооруженных сил Российской Федерации. Предприятие, в частности, поставляет оккупационной армии дизельное топливо и авиационный керосин. Общий объем резервуаров завода составляет более 210 тысяч кубических метров. Россия бьет в ответ. Москва заявляет о продвижении в глубину обороны ВСУ, а ночные удары направляет, как заявляется, на аэродромы, порты, объекты энергетики. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение аэродромной и портовой инфраструктуре, местам производства ударных беспилотных летательных аппаратов, объектам энергетики, обеспечивающим деятельность ВСУ. Захвачен командный пункт ВСУ. Военные бежали, оставив россиянам карты в руки. ВС РФ перешло имущество украинской армии. Средства связи, военные карты, телефоны, планшеты. Об этом массово пишут украинские паблики и военкоры. Пункт батальона потерян украинскими военными на Гуляйпольском направлении. Российские военные публикуют 3-минутное видео и показывают свои трофеи. Украинская сторона пишет о системном кризисе в войске. И пока одни показывают, другие закрываются. Чиновники России могут чувствовать себя как дворяне. Их официально вывели из-под контроля. Об этом пишет немецкое издание «Шпигель», уточняя, что Россия заканчивает год ударом по гражданскому обществу. За неделю до Нового года Госдума приняла закон, отменяющий обязательное декларирование доходов и имущества для чиновников и депутатов. Именно декларации годами были источником крупнейших коррупционных скандалов, пишет издание. А журналисты-расследователи могли показать, как живут российские депутаты и какие роскошные дома, дачи и квартиры имеют, несмотря на то, что такое имущество невозможно купить на государственную зарплату, говорится в публикации «Шпигель». Вместо публичных деклараций вводится система «Посейдон» – закрытая платформа под контролем силовых структур без доступа общества. Автор считает, что это де-факто означает легализацию коррупции и дальнейшее усиление ФСБ и прокуратуры, структур, которые так обладают почти неограниченной властью. При этом издание пишет, что раскрытие доходов рекомендовано
зафиксировано Конвенцией ООН против коррупции и применяется во многих странах. В России эту практику ввел Медведев в 2009 году. С тех пор чиновники ненавидели эту систему, но терпели. В материале говорится, далее цитата, «Показателен и момент его принятия. Государственная Дума традиционно утверждает особенно чувствительные и непопулярные законы незадолго до праздников, в надежде, что общество, занятое подарками и торжествами, не будет внимательно следить за происходящим. И содержание закона, и время его принятия демонстрируют, насколько сильно власть боится общественного контроля». Тревога под гул ядерных бомбардировщиков. Россия отправила стратегическую авиацию в полет над Норвежским морем в непосредственной близости от севера Великобритании. В ответ НАТО срочно подняло истребители для перехвата и сопровождения самолета в России. Об этом пишет британская пресса. Полет длился более 7 часов и проходил над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей. События подтвердила Минобороны РФ. На отдельных участках маршрута бомбардировщики сопровождали истребители иностранных государств. В России уверяют, это был плановый полет без нарушений. В то же время Польша заявляет о перехвате над международными водами Балтийского моря, визуальной идентификации и сопровождении за пределы зоны ответственности самолета-разведчика России, который выполнял полет вблизи границ воздушного пространства Польши. Кроме того, Варшава заявила о провокации со стороны Беларуси и пролете медиазондов. Все провокации, как над Балтикой, так и над границей с Беларусью, находились под полным контролем. Благодарю почти 20 тысяч наших военнослужащих, которые в праздничные дни стоят на страже нашей безопасности, и, как видно, делают это исключительно эффективно. Выбросит в топку, вероятнее всего. Россия может отвергнуть новый американо-украинский мирный план. Предыдущая версия фактически означала капитуляцию Украины. Новая предлагает гарантии безопасности и восстановления страны. Об этом пишет Нью-Йорк Таймс. Для Кремля это неприемлемо. Путин требует отказа Киева от НАТО и полного контроля над Донецкой областью. В публикации говорится, Москва уверена, что может продолжать войну, экономика не рухнула, но ослабла, а приток новых солдат сохраняется, говорится в материале. Санкции, введенные в октябре Трампом против двух российских нефтяных гигантов – Роснефти и Лукойла, заставили страну продавать свою нефть значительно большими скидками. Перетягивание каната по поводу возможных условий мира также углубляет трещины между Украиной и ее западными союзниками, поскольку детали обсуждаются в различных столицах в изнурительных переговорах. Российский МИД тем временем делает заявление. Американцев просят противодействовать деструктивному процессу. Это слова Захаровой, которая считает Европу тормозом переговоров, которые, несмотря ни на что, идут. В переговорном процессе по украинскому регулированию, я имею в виду в переговорном процессе с Соединенными Штатами Америки, наблюдается медленное, но верное продвижение вперед. И оно сопровождается, как уже неоднократно подчеркивалось, крайне вредоносными и даже злонамеренными попытками группы государств, прежде всего как раз вот этими западноевропейскими, торпедировать эти усилия, пустить под откос все достигнутые дипломатические наработки. Срочный звонок из Вашингтона в Киев состоялся накануне. На связь с Зеленским вышли Кушнер и Уитков, заявили на Банковой. Это был действительно хороший разговор. Много конкретики, много деталей, прозвучали ценные идеи, и мы их предметно обсудили. Появились и новые подходы к тому, как приблизить практическую реализацию. Это касается и форматов, и встреч, и, безусловно, тайминга. Сегодня Рустем Умеров еще проведет переговоры с американской командой. Важно, чтобы нам удалось организовать то, о чем мы говорили сегодня. Ряд документов уже практически полностью готов. Некоторые готовы полностью. По чувствительным вопросам, конечно, еще предстоит доработка. Военный переворот в Киеве. Армия идет против президента. Громкое заявление от офицера запаса. Украинские военные окажутся на грани разрыва с политическим руководством, если Зеленский примет неправильное решение. Его вынесут с Банковой, если Донбасс будет отдан России. И это не журналистская фантазия, а прямое предупреждение польского офицера запаса. Его мнение публикует польская пресса. Капитан Мацей Лисовский не исключает самого жесткого сценария. По его мнению, часть элитных подразделений двинутся на Киев, если поймут, что решение президента предательское. Украину в таком случае ждет военный госпереворот, уверен Лисовский. Он даже называет исполнителей. Польский военный также возлагает ответственность за военные неудачи не на бойцов, а на политическое руководство. Поражения были следствием плохого командования, за которое напрямую отвечает Киев, говорится в материале издания «Факт».
Любая попытка уступок, подчеркивает Лисовский, может быть воспринята не как мир, а как предательство. Есть и стратегический удар. Если Украина потеряет Донбасс, она лишится промышленного тыла восточнее Днепра. Без него ситуация может стать критической, уверен военный аналитик. Он также считает, что Зеленский не согласится на сдачу территорий. У меня нет сомнений, что часть элитных подразделений, связанных с Азовом, вполне могла бы решиться на военный государственный переворот. Такие настроения не являются чем-то новым. Я убедился в этом во время разговоров с украинскими солдатами. Они не позволят, чтобы Донбасс стал российским. Союзники России готовятся к жестокой войне между собой. Пока Китай и Индия поддерживают отношения с Москвой и не рвут связи с Кремлем, высоко в Гималаях они готовятся воевать друг с другом. После смертельного столкновения 2020 года Индия поняла, в горах она беззащитна. Китай способен перебросить войска за часы, Индия за дни. Об этом пишет Wall Street Journal. Ответ Нью-Дели – масштабная милитаризация Гималаев. Сотни миллионов долларов уже отданы. Построены тысячи километров горных дорог, более 30 вертолетных площадок, новые высокогорные авиабазы, одна из них всего в 30 километрах от Китая. Ключевой проект – тоннель Зоджилла за 750 миллионов долларов, который должен круглогодично снабжать войска в Ладакхе, отрезанном снегами до полугода. Все это происходит в зонах, где раньше почти не было постоянных патрулей. Теперь круглосуточное наблюдение, техника, бетон и взлетные полосы. Аналитики предупреждают, чем больше инфраструктуры в горах, тем выше риск столкновения. Гималаи перестают быть природным щитом, говорится в материале. Китай при этом также за годы улучшил свою инфраструктуру. Аналитики заявили, что инфраструктурный рывок Индии увеличивает шансы на конфликт, поскольку обе страны обвиняют друг друга в посягательстве на суверенную территорию. Столкновение 2020 года отчасти было спровоцировано китайским противодействием строительству Индии новой дороги недалеко от границы, ведущей к стратегической авиабазе Даулат-Беколди. Путина просят о помиловании. На стол в Кремле уже положен список с фамилиями тех, кто мог бы выйти на свободу после решения Путина. Но праздника не будет и новогоднего помилования не будет, дают понять в Совете по правам человека при Кремле. Глава СПЧ Валерий Фадеев подтверждает, список Путин запросил и получил, но помилование не по календарю. Проще говоря, до Нового года никого не отпустят. Кто именно в списке, неизвестно. Ева Меркачева передала президенту список. Я ее абсолютно поддерживаю. На заседании СПЧ у нее не было списка, и она обозначила те категории осужденных, которые, по ее мнению, могут быть помилованы. Президент попросил список. Она подготовила такой список. 9 декабря Меркачева лично просила Путина помиловать людей. Речь шла о женщинах с детьми и людях с инвалидностью, впервые осужденных за нетяжкие и ненасильственные преступления. Путин пообещал посмотреть. Издание «Новая газета» уточняет, что амнистии в России не было уже 10 лет. Раньше в России амнистировали людей к датам, о чем вспомнил Фадеев. Но последняя амнистия при Путине была проведена 10 лет назад, в далеком 2015 году, по случаю 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Тогда под нее попали свыше 230 тысяч осужденных. В марте 2025 года, в преддверии 80-й годовщины Победы, в Госдуму попробовали внести проект новой амнистии. Но Кремль тогда дал понять, что подобная идея не обсуждается. Германию накрывает десятилетие одиночества. На борьбу необходимо 500 миллиарда евро. Муниципалитеты Германии бьют тревогу. Страна входит в опасную зону. Немцы страдают от одиночества. Союз городов и общин требует срочно создать фонд на 500 миллионов евро для борьбы с социальной изоляцией. Главный посыл – помощь не должна упираться в отсутствие денег. Генеральный директор Союза Андре Бергхегер прямо заявляет, ответственность лежит на городах и общинах, но без федерального и земельного финансирования они не справятся. По его словам, нужен мощный госпроект против одиночества. Муниципалитеты – первые, кто видит проблему. И именно там, по мнению Бергхегера, с ней можно бороться эффективнее всего. Его требование жесткое, общественные пространства должны быть постоянно открыты, без долгих закрытий, отпусков, сокращенных часов и раннего конца рабочего дня. Сигнал обществу должен быть однозначным – мы всегда здесь. В качестве ключевых точек спасения называются библиотеки и народные университеты, места общения и обучения на протяжении всей жизни. Одиночество, подчеркивают в Союзе, больше не проблема только пожилых. Одиночество затрагивает давно не только пожилых людей, а стало феноменом, охватывающим все поколения, подчеркнул Бергхегер. Финансирование соответствующего фонда может осуществляться за счет средств Европейского Союза, остатков в федеральном бюджете или перераспределения в отдельных бюджетах.
Америка получила нового миллиардера. Житель штата Арканзас сорвал джекпот в лотерее. 1 миллиард 800 миллионов долларов уйдет на его счет. Это второй по величине лотерейный выигрыш в истории США и крупнейший джекпот Powerball в 2025 году. Имя победителя пока скрыто. Перед ним жесткий выбор – получать свои 2 миллиарда долларов равными фиксированными суммами в течение 29 лет, ведь сразу такую сумму никто не даст, или забрать сразу около 835 миллионов долларов наличными. Цена билета, изменившего жизнь, всего $2. Такие выигрыши всегда запускают лотерейную лихорадку, продажи билетов взлетают, а бюджеты штатов получают дополнительные миллионы. Не сорвала куш Долина, она окончательно проиграла. Мосгорсуд постановил выселить певицу из квартиры в Хамовниках. Суд удовлетворил иск покупательницы жилья Полины Лурье. Долина должна покинуть квартиру в ближайшие дни. Лурье требовала немедленного выселения. Представители Долиной заявили, что готовы выехать до конца январских праздников, чтобы не доводить дело до прихода судебных приставов. Информация о том, что артистка уже покинула квартиру, была опровергнута. Решение стало продолжением декабрьского вердикта Верховного суда, который признал сделку купли-продажи действительной и оставил право собственности за Лурье. Теперь дело перешло из юридической плоскости в режим реального выселения с риском силового исполнения. Друзья, всем спасибо за просмотр, хорошего дня, не забудьте поддержать мою работу лайком, подпиской и комментарием. До встречи уже завтра.